Это просто божественно. Разница колоссальнейшая. Я был очень сильно недоволен этой ситуацией и даже немного жалел о покупке iPhone за такие бабки, блин. Это полный обзор iPhone 11. Я пользовался этим телефоном практически с самого старта продаж и могу много чего о нем рассказать. Сразу стоит начать с того, что это будет не очень классический обзор, когда рассказывают только о нововведениях и сравнивают с прошлогодней моделью. Нет. Лично у меня это самый первый iPhone в жизни. До этого я пользовался практически 5 лет только Android смартфонами. Это Meizu MX5, Xiaomi Mi 1 и Google Pixel 2. И так как это мой первый iPhone, то я буду про него рассказывать не только как про iPhone 11, а про iPhone как смартфон в целом. И если вы тот зритель, кто как раз задумывался о покупке своего самого первого iPhone и хотите увидеть детальный обзор со всеми мелочами, то это видео точно для вас. Дизайн. Тут есть пару интересных особенностей. Во-первых, стоит начать с того, что если у 99% Android смартфонов кнопки громкости и блокировки располагаются на правой стороне, то у iPhone кнопка блокировки также находится на правой стороне с iPhone 6, до этого она у него была сверху, а кнопки управления громкостью традиционно на левой с самого первого iPhone. В чем плюсы и минусы такого расположения? Если вы левша, то вам безусловно будет удобнее менять громкость клавишами на левой стороне. Также, если вы фиксируете iPhone на штативе, то его можно спокойно расположить посередине, а не смещать немного вправо. Как на большинстве Android смартфонов, потому что может зажаться какая-то из клавиш. И, конечно, изменять громкость, когда телефон находится в кармане, проще. Точно не попадешь на клавишу блокировки. А если вы правша, коих по статистике 85% населения, то для того, чтобы изменить громкость клавишами, вам, скорее всего, придется воспользоваться второй рукой, так как тянуться указательным или средним пальцем не всегда удобно, да и к тому же клавиши громкости на iPhone 11 довольно-таки тугие. Особенно я это замечаю при разговоре по телефону, когда хочется изменить громкость динамика, а ты не дотягиваешься и приходится это делать с помощью второй руки. Но опять же, все зависит от размера вашей ладони, она у меня довольно-таки средняя. Также, если вы поставили телефон на боковую грань, а у кого бы я не спрашивал, все ставят телефон левой стороной вниз, то изменить громкость клавишами также не получится. Однако, если вы заметили, я все время говорил про изменение громкости именно клавишами. Так вот, на iOS, в отличие от большинства оболочек на Android, есть ползунок громкости в пункте управления, и поэтому это решает практически все проблемы, особенно когда телефон лежит на боку. Также рядом с клавишами громкости, как вы, наверное, знаете, располагается переключатель на бесшумный режим. И это, реально удобно, если нужно отключить все звуки на телефоне. Не могу не отметить вес iPhone. Когда я пользовался Google Pixel 2 и давал его подержать в руки знакомым, кто пользовался iPhone от десятки и новее, все сразу удивлялись, что он такой легкий, а я тоже не мог понять, чего они удивляются. Например, Samsung Galaxy S10 Plus весит 175 граммов при диагонали 6,4 дюйма, а сопоставимый по размерам iPhone 11 Pro Max весит уже 226 граммов, а у него диагональ всего лишь на 1,1 дюйма больше, 6,5. Как видите, разница в 51 грамм это прям таки нехило для смартфонов. Конкретно iPhone 11 весит 194 грамма при диагонали 6,1 дюйма. Если после iPhone взять в руки среднестатистический Android смартфон, то у тебя будет чувство, что там внутри как будто бы ничего нет, просто один корпус. Но если ты будешь пользоваться этим Android смартфоном на постоянной основе, то все будет в порядке. Однако стоит взять в руки iPhone, и вес придает ему некую такую солидность. Тем не менее, у большого веса на iPhone есть два минуса. Первый, если вы пользуетесь телефоном лежа на спине, то можно случайно выронить телефон прямо на лицо, особенно утром после сна. Телефон тяжелый, а сил не очень много. В этом плане мне помогает PopSocket. Второй минус, если вы уроните iPhone, то шанс его разбить будет выше, нежели чем у более легкого телефона. И это даже несмотря на то, что Apple в нем заявляет самое крепкое стекло вообще в смартфонах. В прямых дроп-тест сравнениях в лабораторных условиях между тем же Galaxy и iPhone последний показал себя хуже. Кстати, если кто-то подумал, зачем я снимаю телефон в чехле, так вот, это не чехол, а очень крутая пленка, я про нее максимально подробно рассказывал в одном из последних видео, которое сейчас выскочит в правом верхнем углу. Единственное, что касается размеров, тут, конечно, все индивидуально, но лично для меня iPhone 11 идеален как по высоте, так и по ширине. 6,1 дюйма дисплей очень уверенно лежит в руке, как многие отмечают, и я думаю также, это золотая середина между 5,8 11 Pro и огромным 6,5 11 Pro Max. Но как я уже сказал, все индивидуально, нужно применять вживую перед покупкой.
Переходим к лицевой части. Когда вышел iPhone 10, то люди принципиально поделились на два лагеря. Одни просто плевались от челки, другим она нравилась, либо же они были к ней равнодушны. И я также относился к тем, кто был к ней равнодушен, да и сейчас ничего особо не изменилось. Что по поводу потребления контента? Мешает ли она как-то? Нет, абсолютно не мешает. Все потому, что iPhone имеет соотношение сторон 19 к 9. Большинство роликов на YouTube имеют соотношение 16 к 9. Конечно, можно растянуть видео и смотреть его по всей площади дисплея, но тогда ты теряешь очень много информации сверху и снизу, поэтому такие видео растягивать смысла вообще нет. А так как дисплей на iPhone 11 сам по себе большой, то смотрятся подобные видео все равно комфортно. А видео в формате 18:9 или 2:1, которые набирают все большую популярность, и это видео вы также смотрите в таком формате, они растягиваются практически на весь экран и доходят ровно до челки. В этом и плюс соотношение 19,5 к 9. В целом, в подавляющем большинстве игр эта область с челкой вообще никак не задействована, поэтому все отлично. По крайней мере, я не испытывал ни малейшего дискомфорта, к тому же ты даже не замечаешь эту челку, потому что большой палец левой руки ее визуально перекрывает при игре в горизонтальном режиме. По поводу качества самого дисплея в iPhone 11. Из плюсов, конечно же, это практически идеальная цветопередача, без перенасыщенности или наоборот серости цветов. Все выглядит так, как этого и задумывали авторы приложений, сайтов и контента. Картинка реально огонь и очень приятная. Особенно я это понял, когда перешел на iPhone 11, привык к его цветопередаче и потом по разным делам, например, взял Pixel 2 XL, либо Xiaomi Mi 1 и просто обалдел, разница колоссальнейшая. Кажется, что это какая-то фигня, но на самом деле цветопередача офигеть как влияет на восприятие картинки. Также в IPS-матрицах отсутствует шим, который присущ OLED-матрицам. Из-за этого телефона можно пользоваться в темноте, и глаза от дисплея не будут уставать. Но стоит признать, что сейчас уже появляются решения, которые уменьшают шим и на OLED-матрицах, но это сейчас применяют еще далеко не все производители смартфонов, но тенденция позитивная. Ну а теперь о минусах. И самое главное, это, конечно же, черный цвет. Из-за того, что у нас матрица подсвечивается по всей площади дисплея, а не каждый конкретный пиксель, например, как на OLED-матрицах, то черный цвет здесь не по-настоящему черный, я бы сказал такой, знаете, темно-темно-серый. Днем это, конечно же, не видно, и если, например, у тебя установлены темные обои, то даже сложно понять, где заканчивается рамка и начинается дисплей. Но ночью при любом контрасте светлого и темного невооруженным глазом видно, как темные участки дисплея подсвечиваются. Напрягает ли это? Ну, меня напрягает. Каждый раз, когда я смотрю видео ночью на YouTube, либо же какой-нибудь фильм, либо сериал, и вижу вот эти подсвечивающиеся рамки светло-серые, это просто, невозможно не замечать, и я не могу к этому привыкнуть. Также мне не особо понравилась минимальная яркость у iPhone 11. С максимальной, наоборот, все в порядке. И еще меня напрягает, как работает автояркость. Если мы переходим из светлой зоны в темную, то телефон не особо-то торопится понижать яркость и вообще делает это крайне медленно. Однако, если мы переходим из темного освещения в светлое, то уже все работает хорошо. И почему автояркость на понижение работает как-то коряво, непонятно. Переходим к связи, и это ахиллесова пята в iPhone 11. Если вкратце. Раньше Apple закупала модемы у Qualcomm, но потом они поссорились, и Apple заключила соглашение с Intel. Но потом выяснилось, что модемы Intel работают намного хуже старых модемов Qualcomm. А потом Apple с Qualcomm так помирились, но, к сожалению, вернуть старые модемы, либо же новые от Qualcomm, в iPhone 11 они уже тупо не успели. Если бы я делал обзор iPhone 11 в сентябре, то я бы просто бомбил от качества этой связи. Во-первых, сами разговоры были нестабильны, иногда прерывались. Потом интернет также был нестабильный с помехами. А если ты ехал в метро, то считай, что у тебя интернета вообще не было. Связь как бы была, LTE показывал. Но вот интернета самого его не было, он не успевал его ловить, либо там устанавливать соединение, я не знаю. И ни авиарежим, ни перезагрузка, ничего не помогало и не могло решить эти проблемы со связью. Я был очень сильно недоволен этой ситуацией и даже немного жалел о покупке iPhone за такие бабки, блин. И аллилуйя, обновления помогли. С каждым новым обновлением, вот прям один за одним связь становилась все лучше и лучше. Сначала разговоры по телефону стали стабильными, и даже в метро все стало нормально с интернетом. Иногда даже ловит связь где-то, я не знаю, секунд за 5 до подъезда к станции. Если что, то у меня МТС в Санкт-Петербурге. И вот если сравнивать качество связи в первые 2-3 недели с самого старта продаж, и вот особенно с последний месяц, то это просто небо и земля.
но все равно не могу сказать, что теперь я ею доволен. Они просто из очень плохой связи сделали нормальную, но никак не хорошую и тем более не отличную. И если кому интересно, то на iPhone 11 есть поддержка Voice LTE. Правда, я пробовал как с ним, так и без него, разницу в качестве разговора особо не заметил. Но зато в iPhone отлично работает GPS, ошибок практически не было, не говоря уже про компас, он вообще всегда работает стабильно. Это меня, кстати, всегда бесило в Android смартфонах, я не знаю в чем проблема, даже на Pixel. Иногда следал компас, заходишь в Google Maps и он тебе предлагает вот так вот вертеть смартфоном, чтобы отрегулировать компас, и это возникало очень часто, ну где-то раз в месяц точно. iPhone, в свою очередь, сам его как-то настраивает в фоне, есть даже такая настройка, и ты не паришься на этот счет. Поговорим про звук. На презентации Apple в очередной раз подчеркнула, что они улучшили внешние динамики. Есть поддержка так называемого пространственного аудио и Dolby Atmos, что должно создавать эффект проигрывания стереозвука во все стороны, и это, работает. Абсолютно не возникает желания подставить ладошку под нижний динамик, чтобы звук шел на тебя. Я думаю, это знакомо большинству зрителей, потому что на iPhone 11 звук идет прямо на тебя, никуда ничего подставлять не нужно. Я знал, что за последние годы Apple реально прокачала звук в айфонах и очень многие его хвалили, но по факту все оказалось даже лучше, чем я ожидал. Разговорный динамик очень громкий, я даже делаю его потише при звонках, однако здесь есть небольшая особенность. Если ты держишь его, правильно, то звук идет на тебя. Стоит буквально немного передвинуть смартфон, то все, уже практически ничего не слышно. Я сначала подумал, что это какая-то такая зашифрованная функция, которая позволяет другим не слышать, что тебе говорят по телефону. Но раз ты буквально на сантиметр, на полсантиметра передвигаешь телефон от уха, и тебе уже ничего не слышно, то посторонним, наверное, вообще ничего не будет слышно. Эта теория не подтвердилась. Если стоять рядом с человеком, который будет разговаривать по iPhone 11, то все равно будет слышно то, что ему говорят через динамик. Может быть, конечно, не так хорошо, как на других смартфонах, но все равно слышно. По поводу микрофонов. Сначала предлагаю послушать примеры его работы на iPhone 11 и на Google Pixel 2 XL, а потом я уже дам свои комментарии. Сейчас я разговариваю через iPhone 11, и у нас заявлена функция супер-дупер активного шумоподавления. Раз я решил это проверить, сейчас у меня играет телевизор на достаточно громкий и вот под носом еще колонка с музыкой. Посмотрим, как у нас справился iPhone 11 в такой ситуации. Предположим, что мы как будто бы в клубе, вот нам позвонили, как раз хорошо слышат. Давайте сейчас проверим, как с такими же условиями у нас справится Google Pixel 2 XL. Теперь я разговариваю через Google Pixel 2 XL. Здесь у нас, по крайней мере, никаких настроек, никаких заявлений о супер-дупер шумоподавлении не было заявлено. Вот, посмотрим, как у нас справилась два телефона в подобных ситуациях, и дальше я уже скажу свои комментарии. В общем, вы сами все слышали, Pixel во время разговора показал себя лучше. И по опыту могу сказать, что если включена вот эта функция шумоподавления при разговоре, а она включена по умолчанию, то мне очень многие жаловались, что меня не всегда слышно хорошо. Мы с женой менялись телефонами, когда шли по улице и дул достаточно большой ветер. Я хотел просто понять, как же меня слышат во время этого самого ветра. Так вот, если человек разговаривает по iPhone 11 и дует ветер и включена функция шумоподавления, то такое ощущение, что человек с айфоном находится где-то в метрах 2-3 от телефона, вообще очень плохо слышно. Поэтому я эту функцию нафиг отключил, и вроде бы как стало все получше, по крайней мере жалуются мне теперь намного меньше. Когда мы говорим про iPhone, то очевидно, что это тупо самый мощный смартфон в мире благодаря феноменальным процессорам A-серии от Apple. И с этим, как мне кажется, не может спорить даже самый яростный противник iPhone. Все анимации максимально плавные, а на iPhone они реально божественные. Особенно это чувствуется на контрасте с другими телефонами. Программы открываются быстро, игры идут на максимальной графике с 60 FPS. Я серьезно не знаю, что может заставить этот телефон лагать. Небольшая внутренняя особенность iPhone 11, а также 11 Pro. Для того, чтобы вместить дополнительный модуль камеры, а также еще и увеличенную батарейку, при том, что размеры телефонов от прошлогодних у нас не отличаются, материнскую плату, на которой располагается процессор и другие компоненты, ее пришлось сложить пополам. Вот она была плоской, а ее сложили пополам в виде бутерброда, что в теории должно приводить к большему тепловыделению, потому что процессор как будто находится в теплице. Вот сам процессор, а вот материнская плата. Она его сжимает, и ему некуда выводить тепло. И это также должно приводить к снижению мощности при длительных нагрузках. Но нагревается ли как-то iPhone 11 при использовании? Нет, он вообще не нагревается.
За все время у меня по-настоящему было всего 2 момента, когда он нагревался, его было некомфортно держать в руке. Первый — это в заметках на самой первой прошивке iOS 13 в сентябре, когда заходил в заметки, он нагревался, но с первым же обновлением это исправили. И второй раз — это при игре в PUBG в предмаксимальной графике с 60 FPS, и у меня там еще были всякие сглаживания включены и другие настройки. Я спокойно играл 60 FPS, да, он нагрелся, но доиграл я при этом спокойно, и у меня не случилось тротлинга где-то за 30-40 минут, как предсказывали некие другие аналитики еще до поступления в продажу iPhone 11. В общем, в этом плане все реально в порядке. По поводу Face ID. Сейчас, в принципе, всего есть 4 способа разблокировки смартфона, кроме обычного пин-кода. И вот по своему опыту могу однозначно сделать вывод, что Face ID это мало того, что самый, безопасный способ разблокировки смартфона, но еще и удобный реально. Фотографии его невозможно обмануть, потому что сканируемый объект должен быть как минимум объемным, а не плоским. Можно ли его обойти, когда человек спит? Тоже нет, ведь для разблокировки требуется внимание человека. Его открытые глаза, а значит во время сна также нельзя обойти систему. Разве что у этого человека должен быть брат, либо сестра-близнец, тогда есть небольшие шансы. Почему Face ID, пожалуй, самый удобный способ разблокировки смартфона? Основная фишка, что ты даже не думаешь, что тебе нужно разблокировать телефон. Ты его просто достаешь, смотришь, смахиваешь палец вверх и все, он разблокирован. Причем скорость Face ID с выходом iOS 13 выросла значительно, и в подавляющем большинстве случаев ты не ждешь, пока телефон поймет, что перед ним именно ты. Все происходит, я не могу сказать, что прям мгновенно, но очень быстро. Также Face ID работает в любое время суток, в отличие от разблокировки по фото. Неважно, сейчас светло, либо кромешная темнота, проектор точек вообще абсолютно на условия освещения. В первое время я реально офигевал, как это он меня видит, когда я сам ничего не вижу дальше руки. И самое крутое, система учится распознавать тебя лучше и лучше с самого первого дня. Ты можешь отрастить бороду, поменять цвет волос, одеть очки, шапку или капюшон. При кардинально новом виде Face ID в первый раз попросит тебя пароль, ты его вводишь. В этот момент система сопоставляет текущие данные с предыдущими, например, по подбородку, носу, бровям, и понимает, что перед ним именно ты. И в следующий раз телефон разблокируется автоматически. Это просто офигительно. Проблема, которая сейчас есть с Face ID. Если телефон в горизонтальном режиме, то приходится чуть-чуть поворачивать голову. На iPad Pro такой проблемы, кстати, нет. А также, если телефон лежит на столе, то тут уже нужно либо его приподнимать, либо вводить пароль, либо просто заносить голову над смартфоном. На этом, в принципе, все. И если решить две вышеупомянутые проблемы, то Face ID станет реально самым удобным способом разблокировки смартфонов. Не могу не пройти мимо Taptic Engine, то есть вибромоторчика на iPhone. Многие, кто никогда не пользовался iPhone, могли слышать про некий чудесный виброотклик, который не сравним ни с одним Android смартфоном, и в этом на самом деле есть большая доля правды. Однако сейчас многие Android смартфоны также оснащаются хорошими вибромоторчиками, например, те же смартфоны Google Pixel, либо Meizu, я знаю, ставят хорошие вибромоторчики. В общем, прогресс в этом направлении явно есть. И вот тут мы переходим к другой составляющей – реализации. На Android, по крайней мере, чистом виброотклик на самом деле неплохо задействован в интерфейсе. Например, кнопка назад, многозадачность, опускание шторки, работа с текстом и долгие нажатия. Но в iOS Apple реализовала потенциал Taptic Engine еще глубже. Это долгое нажатие, вызов многозадачности, свайп для обновления, включение-выключение разных пунктов, затвор камеры, когда происходят ошибки, выбор времени и даты. Тут вообще прикольно, как будто правда крутишь барабан, вибрация от сильной к самой слабой. Можно создавать собственную вибрацию для звонка и разных типов уведомлений, если хотите ориентироваться по вибрации, когда телефон в кармане. А также важная штука, сторонние разработчики также могут использовать Taptic Engine по полной, как хотят. Например, в ВКонтакте есть отклик по лайку и еще множество других мелочей при использовании. Поэтому виброотклик является неотъемлемой частью интерфейса. Конечно, вибрацию можно отключить, и ее вам никто не навязывает, но по собственному опыту могу сказать, что она реально очень сильно дополняет пользовательский опыт. Раньше я отключал вибрацию абсолютно на всех смартфонах, но вот где-то полгода назад, может быть больше, решил сделать тест на Pixel 2 и включил вибрацию где-то на недельку. Походил, и после недели я ее отключил и понял, что мне ее капец как не хватает. Как будто телефон стал каким-то бездушным, вот реально просто кирпичом, а с вибрацией есть обратная связь, отклик, и на подсознательном уровне, наверное, это играет свою роль.
Единственная моя претензия, почему нет вибраций при наборе на клавиатуре и при перетаскивании курсора. В этом плане Android круче, мне это нравилось, а в iOS этого почему-то нет. Также хочу отметить работу гироскопа в iPhone. Он практически идеально понимает, в каком положении сейчас находится телефон. Вертикально, горизонтально или головой вверх. И еще одна особенность — это бесконтактная плата Apple Pay. Казалось бы, чего здесь необычного? У меня у дома есть магазин, там есть много касс, и вот на одной из касс стоит просто отвратительнейший пин-пад, либо, я не знаю, в чем там проблема, но с пикселем у меня всегда там были проблемы. Срабатывал, может быть, там 2 раза из 10. В общем, за эту кассу я просто уже решил не вставать. И вот у меня появился iPhone 11, я решил проверить, как работает Apple Pay на той кассе, и он сработал просто офигительно, большое расстояние было, все хорошо. И вот за все время, что я сейчас хожу с iPhone 11, не было ни одной кассы, где у меня была хотя бы одна проблема с Apple Pay. Переходим к автономности. Я нереально доволен временем автономии работы iPhone 11. У меня получается в среднем 9-10 часов экрана от одного заряда, то есть где-то 1 час экрана на 10%. Это просто божественно. Ты можешь делать все, что угодно. Смотреть YouTube, фильмы, сериалы, сидеть в соцсетях, мессенджерах, писать тексты, работать с файлами, делать фото, видео и даже поиграть можно полчасика либо час. И он не сядет в 3 часа дня, а 100% доживет до позднего вечера. Кстати, могу похвалить iPhone 11 в плане работы на морозе. Он теперь не разряжается на глазах, как это могло быть раньше с другими моделями iPhone. У меня у тещи и у друга есть iPhone SE, и он просто вырубается, вот буквально уже 0 градусов, там небольшой минус, все, он может вырубиться в любой момент. Айфону пофигу, все нормально работает. Камера. Здесь я постараюсь не очень долго, так как сделал уже подробнейшее видео камеры iPhone 11 со всеми нюансами. И если вы еще не видели это видео, то обязательно рекомендую его просмотру. Ссылочка будет в описании, либо оно сейчас выскочит в правом верхнем углу. Если рассматривать камеру iPhone 11 в отрыве от конкурентов, то она достаточно хороша. Но если сравнить эту камеру с прямыми конкурентами в лице Google, Pixel, Samsung S или Note или флагманами Huawei, то нет такого, чтобы iPhone прям доминировал в большинстве режимов. Пожалуй, видео он до сих пор будет снимать лучше всех, но что касается фото, ночной режим классный, но есть косячки в интерфейсе. Портретный режим также может делать неплохие фотки как людей, так и животных, но вот процесс снова очень некомфортный. И так практически во всем. А особенно меня бесит баланс белого, именно желтизна iPhone. Это просто беда. В общем, видео про камеру я снял, там и про приложение, и про фото, и про видео, вообще про все. Камера на iPhone 11 однозначно хорошая, но точно не самая лучшая на рынке. Я когда-то давно делал ролики о 10 вещах, в чем Android лучше iOS и наоборот, в чем iOS лучше Android. И вот с тех времен, а это было еще при iOS 12 и Android 9, достаточно много таки изменилось. И iOS 13 улучшила очень многие вещи, которые меня бесили, а именно: доработали файловый менеджер. Это теперь мини-файндер, то есть аналог файлового менеджера в macOS. С файлами можно делать всевозможные манипуляции. Есть отличная интеграция разных облачных сервисов. В целом сделано все очень удобно. Докрутили механизм поделиться. Теперь сразу можно делиться с выбранными контактами, где ты чаще всего общаешься. А также он полностью кастомизируется в отличие от Android, плюс еще есть всякие дополнительные функции. В общем, механизм поделиться в iOS реально удобный. Разве что нельзя сразу сторис в Instagram запилить или что-то другое. Надеюсь, появится, например, по долгому нажатию на иконку приложения. Эмодзи сделали отдельные клавиши от переключения языков. Теперь не нужно при переключении с русского на английский обратно обязательно посещать эмодзи. Вроде так просто, но раньше было по-другому, и это дико бесило. Интерфейс изменения громкости теперь не посередине на пол экрана, а появляется элегантно в районе клавиш громкости. Анимация, кстати, очень прикольная. Правда, настройки самого звука до сих пор урезаны. Нельзя настроить отдельно громкость уведомлений, звонка или будильника. В принципе, если раньше вас смущала iOS в плане функциональности, то сейчас в этом плане все достаточно хорошо, и ей пользоваться реально комфортно. Но вот что я бы еще добавил в iOS, может быть, когда-то это реализуют. Первое — это картинка в картинке. Второе — Split View, либо же разделение дисплея на два приложения. Третье — звонок не на весь экран при использовании, хотя вот тут, клянусь, ни разу с этим не столкнулся за все эти месяцы, видимо, мне просто редко звонят. Четвертое. Настройки уведомлений можно немного переработать. Почему-то нельзя, чтобы уведомления приходили на заблокированный экран без включения самого экрана, поэтому я такие уведомления тупо вырубил и оставил звук, а сами уведомления смотрю только через центр уведомлений. И пятое. Можно просто по мелочи добавить больше локальных настроек и улучшать встроенные приложения. Ну а что касается того, в чем iOS до сих пор лучше Android, то это
Siri Shortcuts или команды. Это реально тема, которая очень сильно прокачивает использование смартфона через голосовой ассистент. Можно забить всевозможные скрипты или скачать готовые из интернета и задать голосовую команду, какую хочешь, или просто использовать ее как виджет, и это все будет работать. Google Ассистент без базара намного умнее Siri, но вот что касается управления смартфоном, то Siri вместе с командами будет намного практичнее. Опускание экрана вниз через тот же свайп. Это позволяет полноценно пользоваться телефоном одной рукой. Я в метро только так и делаю, когда одной рукой держусь за поручень, а другой полноценно управляю смартфоном. Ну и в принципе общий дизайн системы. Все иконки, все шрифты, все анимации и особенно анимации. Ну это просто сделано на высочайшем уровне, и Android, к сожалению, до сих пор не догнал iOS в этом плане. Хотя отрыв с каждым годом все сокращается и сокращается, но пока что iOS просто приятнее и эстетичнее. И, кстати, да, ребят, можно относиться к Apple по-разному, любить их или нет, но вот один факт. Покажите мне хотя бы еще одного производителя, который будет выпускать руководство пользователей для всех своих устройств и даже отдельных версий прошивок. Для iPhone руководство пользователя сейчас составляет более 1000 страниц. Естественно, что читать вы его не будете, но компания тратит на это время и ресурсы. Если какой-то вопрос по поводу iPhone, iPad, MacBook или Apple Watch возникает, то на 99% ответ можно найти тут или на сайте Apple. И вот только за это я их очень сильно уважаю. У них даже есть отдельный классный канал на YouTube про всякие фишки их продуктов. И вот такого больше ни у кого, к сожалению, нет. iPhone 11 как смартфон сейчас на самом деле это очень классное устройство, которое хватит еще как минимум на 5 лет, и лично для себя я сделал вывод, что он однозначно стоит своих денег. Доволен ли я им на 100%? Ну, может быть не на 100, а процентов на 95%. Да, у него есть несколько минусов, но и то практически все они исправляются с каждым последующим обновлением, но зато плюсов у него просто огромное количество. Поэтому могу смело рекомендовать iPhone 11 к приобретению. Ну а если вы хотите купить iPhone по лучшей цене, то в описании будут ссылки на все актуальные модели на Яндекс.Маркете, где собраны лучшие предложения интернет-магазинов, чтобы вы не переплачивали. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Я правда надеюсь, что вы узнали что-то новое. Желаю вам всем отличную технику, которой вы мечтаете, и, как обычно, всем удачи, всем пока.